В 2021 году вышел альбом с музыкой, не похожей ни на что другое. С музыкой, которую тяжело описать словами. Альбом, который я успешно проигнорировал и не заметил. Зато в 2023 году я был по-хорошему шокирован Бри, проектом бразильского мультиинструменталиста Кайо Лемоса. Я знал, что этот музыкант – участник и автор ни одного и ни двух музыкальных проектов, но самый его известный проект называется Каатайра. И решив копнуть чуть глубже, я просто напрочь провалился в такую огромную алмазную шахту разных музыкальных влияний, смыслов, бразильской фольклорной музыки, минимализма, самбы, шоры и всего подряд. И наконец-то я оттуда выбрался, и мне есть чем с вами поделиться, друзья. Меня зовут Артем, вы находитесь на канале Диссонанс. Если вам нравятся подобные видео с глубоким разбором музыки определенных артистов, пожалуйста, поставьте лайк и отметьтесь в комментариях, а мы начинаем. А первое, что бросается в глаза при знакомстве, это страна музыканта, Бразилия. Не самая очевидная страна для того, чтобы делать блэк метал. Тем не менее, металл в Бразилии как таковой успел засветиться влиятельными и заметными проектами. И, конечно же, самый известный экспорт страны — это группа Sepultura. Есть еще Ангра, это такое достаточно большое имя в мире прогрессив и пауэр металла. Ну а в экстремальном сегменте Бразилия славится пионерами жанра. В первую очередь группой Sarcófago. Ну и не Sarcófago и Сепультурами едиными, были еще другие проекты, которые, может быть, не такие нашумевшие, но тоже важные и влиятельные. Это, например, Vulcano или Mystifier. Но в целом, при том, что я знаю, что метал-музыка в Южной Америке достаточно популярна, назвать хотя бы 10 групп из Бразилии мне будет достаточно тяжело. Я вот лично смог вспомнить всего буквально парочку проектов. Это, например, Black Death проект под названием God Penis и такой хороший DSBM Firelight. Короче, как-то не густо. Есть ощущение, что сцена достаточно локальная и не особо ориентированная на экспорт. Поэтому, чтобы разобраться в этой сцене, мне нужен был инсайдер. И сам главный герой этого ролика, Кайо Лемос, любезно, помимо факт-чекинга всего видео, помог с таким внутренним взглядом на бразильскую сцену и порекомендовал несколько артистов с небольшими комментариями. Миастыне — группа, которая активна аж с 1994 года и пишет материал на тему истории Южной Америки. Velho — группа, имеющая культовый статус среди локальных ценителей андеграунда. Vazio — относительно недавний проект, который собирает вокруг себя все больше и больше новых слушателей. Пессимиста — еще один относительно недавний атмосферик Black Metal проект, у которого, кстати, в 2023 году вышел сплит с Каатайрой. Правда, материал самого Каатайры там это переиздание старого трека. Короче, видеть Black Metal проекты из Бразилии — это уже достаточно нечастое явление. Но одной необычной страны для успеха все еще недостаточно. Все это дело нужно подкрепить хорошей музыкой. Но в случае Каатайры Бразилия — это не просто строчка в базе данных, откуда автор родом. Это полноценный участник музыкального полотна. Но обо всем по порядку. Давайте представим, что на дворе 2019 год, и вы натыкаетесь на дебютный альбом совершенно незнакомого проекта Каатайра. Что бы вы на нем услышали?
А услышали бы вы собственный голос автора на ранней стадии формирования, когда все еще большую часть музыки составляют влияние извне. Но при этом в этой же самой музыке виден корень всех оригинальных идей, которые в будущем получат полноценное развитие. Давайте пройдемся по ДНК Каатайра как артиста, посмотрим, какая музыка повлияла на проект и как это отразилось на финальном результате. Чтобы понять этот альбом, нам нужно обсудить 3 столпа влияний. Американский блэк метал, бразильская музыка и электронная музыка. Метал-основа — это атмосферик блэк метал образца американской и каскадианской сцен. Самый заметный источник влияния — Агалог, сама по себе крайне влиятельная американская группа. И влияние проявляется во многих аспектах. Сильный фокус на лид-гитару, атмосфера интроспекции и связи с природой, сочетание перегруженного и акустического звука. Что важно для будущего? Акустический и перегруженный звук именно что сочетаются, как 2 отдельных компонента, каждый из которых работает в своем контексте. Перегруженный звук с яркой металл-ритм-секцией, акустический звук более спокойный. Прием вполне себе распространенный в металле, но в контексте Каатайра эта идея получит совершенно новый уникальный облик в будущем, но пока так, пока как у всех. Дальше. Panopticon, интенсивный атмосферик black metal с сильным фокусом на лид-гитару и с таким же переплетением важного для автора локальным фольклором. Ну и представители каскадианского блэка. Wolves in the Throne Room, Skagas, Alda. Это все размазанный, приглушенный, природный, сырой звук. Такие лирические темы, как празднование и превосходство природы, цикл жизни и смерти, шаманизм. Все это очень близко тому, что происходит на вот этом самом альбоме. Фундаментальная здесь идея — это использование блэк-металла как приема для передачи интенсивного духовного опыта, поиска. И это все выражается как в музыке, так и в лирической части. И лирическая часть для Кайо крайне важна. Но помимо музыки интенсивной на альбоме есть еще и музыка спокойная. И за нее как раз отвечает бразильское наследие. Да, пока это еще небольшая часть музыки на альбоме, но она уже сильно выделяется просто потому, что редко услышишь такую музыку в контексте металла. Она получит огромное развитие в будущем, и мы подробно поговорим об этом дальше, но давайте пока просто сейчас отметим, насколько это необычно звучит в контексте блэк-метал альбома. Ну и третья часть — это электронная музыка. И что меня особенно радует, что на альбоме можно услышать влияние достаточно небанальных жанров электронной музыки, например, ambient техно. А последний трек — это вообще псай-транс чистой воды. Наличие этого трека на альбоме вызвало критику у некоторых слушателей, потому что как музыкально, так и с точки зрения атмосферы этот трек противоречит всему тому, что было на альбоме до этого. Но решение добавить этот трек объясняется как и музыкальной генетикой самого автора,
так и концептуальным замыслом альбома. Ведь альбом посвящен постоянной борьбе природного и искусственного, и вот этот электронный трек должен олицетворять недружелюбную городскую искусственную среду. Но, кстати, лично у меня, что гоа-транс, что псай-транс, наоборот, вызывает очень природные такие джунглевые ассоциации, что не сходится с замыслом автора. Но в целом почти все релизы Каатайра с большим фокусом на лирическую составляющую. Жаль, что полноценно прочувствовать ее не смогу, а влияние электронной музыки Кайо почти полностью перенаправит на другой свой проект Бри. А в Каатайра он сфокусируется на сочетании атмосферик блэк-металла и бразильской фольклорной музыки. Давайте подытожим. Уже на первом альбоме хорошо виден уникальный портрет автора. Да, инноваций пока нет, но есть достаточно оригинальная смесь жанров. Второй альбом, который тоже вышел в 2019 году, встречает нас более шумным, агрессивным, тремольным звуком. Мне не то чтобы легко назвать другие атмосферик блэк метал группы, у которых такой же уровень скорости материала, как на этом альбоме. Все-таки обычно атмосферик блэк метал группы стремятся к более среднетемповому размеренному звуку. Одно из больших влияний — нью-йоркский кралис, большой источник вдохновения о том, как можно использовать гитару. Но основное, на чем я хочу здесь остановиться, это влияние бразильской музыки. Ведь на этом альбоме даже есть трек посвящения известному композитору самбы Кандея. Я хочу сделать небольшой экскурс в историю бразильской музыки, ведь через ее призму становится понятно, что делает музыку Каатайра другой, иной. Здесь я хочу сказать огромное спасибо потрясающим лекциям с канала Энрике Айзенман. Обращайтесь туда, если хотите слышать информацию из первых рук. Бразильская история непрерывно связана с постоянным конфликтом двух социальных классов. С одной стороны, европейские колонизаторы, с другой стороны, захваченные в рабство жители африканских стран и местное южноамериканское коренное население. И это взаимодействие прослеживается через всю историю бразильской музыки, начиная с шора, стиля, который сформировался в конце 19 века и имел пик популярности в 30-40-х годах 20-го. Это городской стиль, который впитался два больших влияния. Это европейские, модные, высокие стили музыки, такие как мазурка, вальс, полька и так далее. Все, что европейское, это достойное, это стильное, это то, на что хочет ориентироваться модное городское население. Эти европейские стили индивидуалистские, лиричные, они ориентируются на мелодизм музыки, но ритмически они бедны. Второе влияние — это африканские ритмы, привезенные португальцы с огромным количеством захваченных в рабство населением. Африканская музыкальная культура фундаментально отличалась от европейской традиции. Там это и танец, это и обряд, это и место встречи коллектива, это музыка коллективная. Из-за отличающейся культуры и другого фокуса африканская музыка богата ритмически, но во многом игнорирует мелодический аспект музыки. Ну и шора — это продукт музыкантов под сильным влиянием африканской традиции, которые играли европейскую музыку для городских жителей Рио-де-Жанейро. И получилась музыка, в которой сочетается ритмическая сложность и мелодизм.
На смену шора как популярному стилю придет самбо, тоже богатый ритмический стиль, где даже вот струнные инструменты играют гигантскую роль в ритмической составляющей. Но если шора был стилем инструментальным, в самбе огромное внимание уделялось лирической составляющей, и песни во многом строились так, чтобы их было удобно вместе петь, практически как такая русская бардовская песня у костра. Поэтому мелодически это гораздо более медленный стиль. Тяжело петь вместе быстрые песни, хотя вот ритмическая, перкуссионная составляющая могла оставаться достаточно быстрой. Все, что будет происходить с бразильской музыкой дальше, это тоже очень интересно. Это и боссанова, которая по сути кратковременное явление, но станет главной международной ассоциацией с бразильской музыкой, потому что по сути это была музыка, ориентированная на экспорт. Последующий за ним, ориентированный в первую очередь на студентов, интеллигенцию, стиль музыка популяр бразилейра, который в 60-х годах пытался осознанно вернуть фокус бразильцев на их собственную музыку и собственную культуру. Это и разнообразные фьюжн-стили, например, какой-нибудь самбо-рок, на который в музыке Каатара тоже можно найти отсылки. Salve. Salve. Ну и возвращаясь к тому, что конкретно делает музыку Каатары такой особенной и аутентичной, это как раз-таки вот эта богатая ритмическая часть, использование специальных видов гитарного боя, огромное количество разных вокальных, традиционных, перкуссионных инструментов. Вот это вот все. Но при этом это все делает человек, глубоко погруженный в метал-музыку, и особенно в его прогрессивные подстили. Человек, который восхищается такими мелодически богатыми группами, как Death, Wintersun, тот же самый Кралис. И отсюда есть большой фокус на мелодии, создаваемые лид-гитарой. Точно так же, как бразильская музыка родилась из сплетения ритмически богатой африканской музыки и мелодически богатой европейской музыки, точно так же музыка Каатара родилась из сплетения мелодически богатого металла и ритмически богатой бразильской фольклорной музыки. Весь третий альбом строится вокруг одной инновационной идеи. А что, если мы возьмем типичный black metal songwriting, экстремальный вокал, металл, ритм-секция, бласт-биты, вот это все, но заменим перегруженные гитары на акустические. Конечный результат сильно отличается от предыдущей итерации идеи, где металл и акустика сочетаются, но каждый работает отдельно в своем контексте. Здесь же происходит подмена и полноценное слияние, где две компоненты невозможно отделить друг от друга. Удивительно, что структура получается отличная, драматичная, со сменами настроений и перипетий. И все это приправлено вот тем самым богатым ритмическим звуком, о котором мы говорили раньше. Конечный результат отличный. На моей памяти никто так хорошо эту идею не вывез, хотя вроде как попытки были. Можно вспомнить тот же самый «Ботанист», или, наверное, какие-то проявления этой идеи можно найти в творчестве «Файкатафаук» или «Негура Бунджет».
у Каатайра вся эта инновационная идея просто собирается и работает. Мы еще не добрались до пиковой формы артиста. Четвертый альбом отказывается от идеи полного слияния акустической музыки и металла и возвращается к форме второго альбома, где эти компоненты существовали вместе, но раздельно. Но при этом обе эти компоненты доведены здесь до совершенства. Это самый яркий, яростный, шумный металл-альбом Каатайра. Самыми воздушными, расслабляющими и иммерсивными фолковыми компонентами, которые Кайо написал за всю свою карьеру. Получился образцовый атмосферик black metal альбом, который можно рекомендовать любому человеку, погруженному в тяжелую музыку. Идеальный альбом, чтобы начать свое знакомство с творчеством Каатайра. Но все-таки свой самый большой вклад в музыкальное наследие Кайо сделал на финальном пятом альбоме этого проекта. До этого процесс сочинения музыки у Кайо был во многом интуитивным и сфокусированным на лирическом компоненте. Здесь же происходит два больших и важных изменения. Первое – это полный отказ от лирического содержания в пользу выдуманного, ничего не значащего языка. Музыка возносится над смыслом, задаваемым словами, и остается исключительно на чувственном восприятии. Второе изменение. Кайо вдохновляется работами минималистов и начинает использовать математически выверенную структуру вместо интуитивного наваливания рифов друг за другом. Для того, чтобы полностью понять, что происходит на этом альбоме, нам надо поговорить о композиторах-минималистах. Несмотря на то, что сам Кайо в качестве своих влияний указывает множество композиторов-минималистов, это и Арво Пярт, это и Филипп Гласс, я же хочу все-таки остановиться на творчестве Стива Райха, потому что мне кажется, что его музыка наиболее близка тому, что происходит на пятом альбоме Каатайра. Я совершенно не разбираюсь в академической музыке, поэтому я рекомендую обращаться к первоисточникам. Например, вот есть прекрасное видеоэссе про самую известную работу Стива Райха «Музыка для 18 музыкантов». Но давайте я все-таки кратенько зафиксирую список ключевых идей и покажу, как они проявляют себя на этом альбоме. Вся структура песни — медленно разворачивающийся процесс, не стесняющийся побыть в одной идее несколько минут через повторение. Мы как будто берем обычную благозвучную музыку с законами, по которым она работает, но рассматриваем ее через микроскоп. Последовательность аккордов, которая в обычной музыке будет занимать несколько тактов, в минимализме будет растянута на все произведение. Из-за этого большую часть этих идей довольно тяжело продемонстрировать короткими сэмплами, потому что эти самые идеи и приемы обычно растягиваются на несколько минут. Фейзинг — это когда два слоя музыки играются одновременно, но один идет чуть быстрее, чем другой, и поэтому они постепенно все больше и больше расходятся, а потом все ближе и ближе сходятся обратно. Я не уверен, что этот прием сам по себе использовался в музыке Каатайра, скорее его влияние выражается в большом количестве ритмов с полиритмическим ощущением.
Пульсация — это когда определенные музыкальные слои то временно приходят, то уходят из общего музыкального ансамбля. Еще можно уловить много других фишек. Конкретно Райх, например, активно использует такое вот постепенное добавление нот к музыкальной фразе. Вначале у нас есть одна нота, она повторяется, потом добавили вторую, потом третью, пока полностью музыкальная фраза не сформировалась. Все эти элементы создают гипнотическое медитативное состояние, где с одной стороны мы постоянно находимся на одном и том же месте, с другой стороны мы постоянно куда-то медленно движемся. Отголоски принципов и приемов, которые использовали минималисты, как мне кажется, можно найти в огромном количестве разных современных жанров. Например, я нахожу много чего общего с техно, которое тоже позволяет себе побыть на месте, которая меняет слои за слоями постепенно, изменяя медленно музыку, и все это помогает достигнуть вот этого самого гипнотического состояния. Возвращаясь от минималистов к Атаре, добавив все это богатство и так ни во что не похожую смесь, мы получили поистине уникальный, ни на что не похожий альбом. Вроде как бы это и можно описать конкретными словами, да, это смесь атмосферик блэк-металла американского образца с бразильским фолком, обернутый в постминималистическую оболочку. Но чтобы раскрыть весь контекст, мне потребовался как минимум месяц исследований. И вот такая музыка меня вдохновляет как ничто другое. Музыка, которая вызывает настолько большое любопытство, что хочется погрузиться в список, там, не знаю, 10-20 других совершенно артистов, культур, чтобы хотя бы хоть немножечко понять, а что происходит на этом конкретном альбоме. А ведь мы даже не касались других проектов Кая. Бри, Ваарува, Бакт, Вестижио. Судя по времени, которое мы провели сегодня вместе, давайте как-нибудь в другой раз. Спасибо большое всем, кто помог сделать это видео. Спасибо большое вам за ваше внимание. И напоминаю, что если вы хотите видеть больше подобных видео, вы всегда можете поддержать меня лайком, комментарием или донатом на Donation Alerts. Спасибо большое. Увидимся в следующий раз. Пока. Pra não chorar, quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios